Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за месяц превратился в суперзвезду. Что ни слово, то в заголовок. Что ни заявление – скандал. Смертную казнь предложил вернуть. Никабы запретить. За женщину в доме без крыши заступился. 30 тысяч мигрантов отловил и 10 тысяч уже в окопы отправил. И это где-то четверть новостей о нем за 1,5 недели. Начальник самого скучного ведомства, у которого из силовых функций только следствие, занимается всеми на свете вопросами и делает это максимально публично. Мы, с вашего позволения, не будем тут разбирать ахинею, которую несет Бастрыкин. Мы попытаемся ответить на вопрос, почему именно сейчас его стало так много. К сожалению, здесь придется опираться на довольно ненадежный метод – на приметы. У человечества не всегда были метеостанции, искусственные спутники, радары и в целом научные знания для прогнозирования погоды. Но нужда в прогнозах погоды была всегда. Будет обидно высадить саженцы, которые завтра же погибнут от заморозков. А без урожая ваша семья умрет с голоду. Аграрная экономика, она такая, ничего не поделаешь. Не имея достаточных научных знаний, люди искали закономерности. Передаваясь из поколения в поколение, эти закономерности становились приметами. Если в Благовещенье снег, то год будет неурожайным, коли в мае будет дождь, будет и рожь. Все мы их слышали от бабушек или где-то читали. В наше просвещенное время, когда погоду предсказывают математические модели, аккумулирующие данные с множества систем наблюдения, над этим шаманизмом можно и посмеяться. Но не нужно забывать, для наших предков знание, когда и что сеять, будет дождь или нет, было вопросом жизни и смерти. Все эти приметы не от безделья выводились. Если бы они совсем не работали, не остались бы в культуре и не прошли бы через века. Сейчас мы в похожем положении относительно путинской системы. Это феноменально закрытая политическая модель. В ней решение о начале полномасштабной войны становится сюрпризом для федеральных министров и ключевых олигархов, которые не успевают свои яхты отогнать из иностранных портов, чтобы на них не наложили арест. В этой системе высшие пропагандисты на несколько недель впадают в ступор, потому что их никто не предупредил, что теперь вместо Шойгу нужно облизывать Белоусова. Им приходится в попыхах сочинять героическую биографию человеку, о котором до назначения министром обороны в паблике не говорилось ни слова. Мы не знаем, насколько узок круг посвященных в будущие решения, особенно самые чувствительные, кадровые. Когда-то видные путинологи считали, что главный визирь – это Николай Патрушев. Но с тех пор, как тот был отправлен на должность помощника президента по кораблестроению, это уже очевидно не так. Есть также мнение, что круг принятия решений ограничен длиной окружности путинского черепа, а значит, все аналитические методы прогноза бессмысленны. Невозможно просчитать замыкание между нейронами в путинской голове снаружи этой головы. Конечно, есть те, кто говорит: мы точно знаем, у нас есть инсайт, этого назначат, того уволят и вообще... Этот вообще в холодильнике давно. Но все, кто рассуждает о башнях Кремля, об их взаимном усилении или ослаблении, о медицинском состоянии Путина, весь этот коллективный профессор Соловей, они просто шарлатаны. Их прогнозы сбываются реже простого гадания путем подбрасывания монетки. Итак, никакой достоверной информации о состоянии политической системы нет. Зато у нас, как у наших предков, сформировались приметы. За четверть века путинского правления мы обнаружили некоторые закономерности, которые могут намекать на будущие решения. Эти закономерности не всегда срабатывают. Их ни в коем случае не нужно принимать за настоящую аналитику. Но ничего лучше, чем приметы, которые хоть как-то работают, у нас нет. Поэтому попробуем с ними. Одна из самых точных таких примет, что публичность в этой системе не к добру. Если какой-то чиновник, глава госкомпании или частной армии вдруг становится ньюсмейкером, значит, ему, скорее всего, недолго осталось. Мы это когда-то объясняли на примере Пригожина. Когда теневой путинский решала, который не дал ни единого интервью, не появлялся перед камерой и вообще ничего, кроме пары старых фоток про него в паблике не было, вдруг стал суперзвездой, самым цитируемым в стране политиком, тогда многие решили, что Пригожин усилился. Что конфликт с Минобороны разворачивается в его пользу, ведь он набирает популярность, а репутация Шойгу и Герасимова фактически уничтожена. На первый взгляд это так и выглядело. Медиа-империя Пригожина начисто отжала у Минобороны все публичное освещение войны. Официальные сводки и заявления стали посмешищем. У любого телеграм-канала из пригожинского холдинга было больше влияния, чем у всего Генштаба. Но мы тогда сказали,
Дорогие друзья, в России, как вы могли заметить, не демократия. У нас не того типа режим, где публичный капитал действительно важен, а кто владеет умами миллионов, тот сильнее. В нашей системе главный капитал – близость к телу начальства. Доступ к уху, к красной папочке, доступ к единственному источнику власти и центру принятия решений. Те, у кого такая привилегия есть, не стремятся развлекать публику философскими колонками, пространными интервью и яркими выступлениями, из которых можно понадергать огненных цитат. Более того, в этической системе советской номенклатуры выплясывать перед народом, добиваться популярности в массах для начальства не по чину. Это прям зашквар. Начальнику положено спускаться с небес к толпе в строго ритуальной обстановке, читать доклад об успехах посевной, а совсем не лайки с репостами выискивать. Правило простое, как 3 рубля. Если ты должен свои мысли о законодательных изменениях, о морали и нравственности, традиционных ценностях и мироустройстве оформлять в виде газетной колонки в надежде, что попадешь в сводку СМИ для Путина, не слесарь из Пскова ты просишь никабы запретить, то если вот ты вынужден колонку писать, это значит только одно – прямого доступа к Путину у тебя больше нет. Пригожин не орал в голосовых «дайте мне зэков, я возьму Бахмут». Все узнали о зэках на фронте уже постфактум. Пригожину их дали за закрытыми дверьми. В сетевые инфлюенсеры он подался тогда, когда телефоны спецсвязи перестали отвечать, что было началом его конца. Пример с Пригожиным самый показательный, но совсем не единственный. Помните, каким активным публицистом в последний год стал Николай Патрушев? Месяца не проходило без его колонки или интервью российской газете. Он выступал с лекциями о прошлом и будущем, об уникальном историческом пути России, использовал любую возможность донести до аудитории свои ценные мысли. Тогда многие решили, что такая активность говорит о невероятном росте его влияния, что Патрушев работает мозгом Путина, что публичное мракобесие и есть та самая идеология, которая так недоставала нашему режиму. Но задним числом мы теперь понимаем, секретарь Совбеза тем больше суетился, чем ближе была его не слишком почетная пенсия. Таких чиновников, которые становились страшно разговорчивыми прямо накануне отставки, на самом деле масса. Не приводить же примеры вроде бывшего главы РЖД Якунина, который тоже когда-то не вылезал из заголовков со своими неуемными рассказами о православии. Их-то приводить не имеет смысла. Просто их никто не помнит. Так уж у нас заведено. Когда начальство перестает быть начальством, оно в каком-то смысле социально умирает. Через полгода даже фамилия никому ни о чем не скажет. Большая проблема публичной активности высоких чиновников вроде Бастрыкина в том, что несут они, как правило, лютую ахинею. Настолько явную дичь, что публика обсуждает только это. Бастрыкин предложил вернуть в России смертную казнь, ведь пожизненно осужденных кормят аж 3 раза в день. И все, конечно, обсуждают людоедскую инициативу и варварское ее обоснование – измерять жизни людей графиком питания. Бастрыкин называет получивших российское гражданство мигрантами и отлавливает их, как бродячих псов. Все негодуют. И за вот этим публичным возмущением теряется суть. А зачем он это сейчас сказал? Если бы такое выдал министр внутренних дел в парламентской демократии, было бы хоть понятно. Он хочет сейчас привлечь симпатии консервативных избирателей простыми и брутальными решениями. Это не самое этичное и респектабельное, но, в общем, обычное поведение политиков. Вот случается большая беда. Теракт или страшного маньяка поймали, и нация в полном шоке смотрит на фотографии жертв. А политик в траурном эфире говорит: мы вернем смертную казнь, вышлем всех, кто рожи не вышел, и наведем порядок. Мы вас защитим, не забудьте за нас проголосовать. Но Бастрыкину-то это зачем? Зачем на публичном мероприятии делать заявление прямо под массовое цитирование всеми СМИ? Зачем говорить то, что заведомо ни на что не повлияет? Ведь решение о возврате смертной казни может принять только один человек в России. Да, не повлияет, но точно разлетится по соцсетям, попадет во все папочки, во все брифинги. Он что, избираться собрался? Ему голоса нужны. Ему нужен какой-то движ вокруг его фамилии, большая дискуссия, чтобы парламент предназначил его на должность. Вот эта вот тема с запретом никабов, она к чему? Бастрыкин решил оседлать ксенофобную антиисламскую повестку? В националисты подался? Государственной дурой на депутатов обзывается. Зачем? Чтобы что? Чтобы его партия выглядела антиэстеблишментом и на выборах больше голосов получила? Ни на один из этих вопросов нет ответа. Ни одному российскому чиновнику публичность заведомо ничего не дает.
Нет никаких выборов, на которых заголовки, комментарии, лайки и репосты переплавляются в голоса и во власть потом. К должности Бастрыкина никакая публичность тоже не прилагается. Равные ему по титулу глава МВД, генпрокурор, директор ФСБ и начальник Росгвардии сидят ниже уровня радаров. Напрашивается единственный вывод. Бастрыкин догадывается, что начальству он уже не так нужен, как прежде. Чует, что кресло сенатора от Запорожской области или советника президента по вязанию крючком уже маячит за углом. Похоже, Бастрыкин очень хочет доказать, что он свой, советский, что он главный сторож и цербер режима, который угадывает любые мысли Путина до того, как тот их подумал. Что он, Бастрыкин, самый радикальный охранитель из всех охранителей. Дай ему волю, лично всем врагам смертную казнь обеспечат, а остальных построят по стойке смирно и в окоп. А вообще, своими руками уже 10 тысяч человек-то новых бесплатных солдат фронту нашел. И вот эту свою нужность и незаменимость он почему-то не может показать, как чиновникам его ранга положено, в кабинете Путина. Почему-то он пытается достучаться через заголовки в СМИ. Если наша примета не врет, если внезапная публичность Бастрыкина действительно выражение его страхов и попытка поговорить с начальством, которое трубку не берет, то причины бояться вообще-то есть у него. Все-таки прямо сейчас происходит невиданный передел власти и собственности. Кланы, казавшиеся неуязвимыми и всемогущими, разлетаются на клочки за пару недель. Всесильный Шойгу, попавший в российскую власть раньше, чем возникла сама Россия, контролировавший 2 министерства, МЧС и Минобороны, и богатейшую Московскую область, этот человек отлетел быстрее, чем успел пикнуть в абсолютное никуда. А его ближайшее окружение один за другим марширует в СИЗО. Бастрыкин для Следственного комитета – это как Шойгу для МЧС. Он возглавил это ведомство еще до того, как оно было создано вообще, возникло. На нем был процесс изъятия следствия из прокуратуры. Весь СК – это Бастрыкин. Там изначально только его люди, его стиль руководства, его понятия и логика принятия решений. И сейчас такое явно не ко времени. Путин явно охладел к раскладам, когда государственное ведомство, особенно силовое, становится частной лавочкой, где начальник не безликая строка в служебной росписи, а маленький Путин, у которого своя отдельная система воровства, свои олигархи и своя элита. Все они наживаются на ведомстве, минуя верховного начальника. Как же так? Такой квази-частный бизнес империи было Министерство обороны при Шойгу. Таким ведомством с самого начала был Следственный комитет. Людей, которые не лояльны лично Бастрыкину, которые не спрашивают разрешения и не делятся лично с ним, таких людей в Следственном комитете не было с самого начала. Не было тех, кому можно занести за возбуждение или прекращение уголовного дела откуда-то со стороны, откуда-то сбоку что-то приказать. Если так окинуть все широким взглядом, то Бастрыкин же последний из могикан. Не считая Лаврова, который все-таки не силовым ведомством руководит, глава СК остался единственным, чья фамилия равна должности. Как Путин синоним президента России, так Бастрыкин глава СК. Это вот Бастрыкин и глава СК, одно и то же. Кто вот сейчас сходу вспомнит фамилию генпрокурора? Кто и когда хоть что-то внятное слышал про Колокольцева? Вы еще помните, кто это, например? Это министр внутренних дел. Он умудрился так провести свои 12 лет в кресле министра, что, кажется, даже ФБК в период максимального расцвета не пролетел на дроне над его дачей. Посмотрите на нынешний состав правительства. Больше половины фамилий вы даже не слышали никогда. Бастрыкин – силовик-феодал, строитель собственной следственной корпорации. На их фоне он кажется пережитком былых времен. Времен, когда персонализация режима еще не дошла до стадии, на которой должен быть только Путин и безымянные тени вокруг. Даже сам СК в каком-то смысле пережиток. Это ведомство было выделено из прокуратуры во исполнении западной методички. В то время Россия, хотя бы формально, хотела дружить с теми странами, где одно и то же ведомство не может и следствие вести, и обвинения в суде поддерживать. По той же логике ФСИН передали от МВД Минюсту, чтобы соответствовать нормам, которые в те далекие времена стремились выполнять. При высчитывании новых возможных жертв раскулачивания и передела Бастрыкин кажется, если не первым, то уж точно одним из первых кандидатов. Уж слишком он динозавр. Слишком в нем много от раннего путинизма. Слишком он не ко времени и не встает в ряд одинаковых с лица чиновников нового времени. Мы ни в коем случае не даем прогнозов. Мы не говорим, что завтра Бастрыкина снимут, а СК вернут прокуратуре.
Просто рассуждаем на основе наблюдений. От хорошей жизни отечественный чиновник, а тем более силовик, в новости не лезет. Если он туда лезет, то не за тем, чтобы привлечь наше внимание. В камере ШИЗО он нас всех видал. Ему нужно внимание начальства. А если до начальства можно докричаться только так, то, скорее всего, перед нами жест отчаяния, а не анонс репрессий. Поменьше надо слушать, что говорит пожилая номенклатура, и побольше спрашивать, а что это эти люди вообще решили вдруг поговорить? Ничего хорошего Бастрыкину это все не сулит. Ну, желаем успеха всем соревнующимся. До завтра.